Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня мы поговорим с вами о часах. Huawei делает хорошо, Huawei делает интересно и всегда дорого. Но с каждым новым устройством они прибегают к все новым ухищрениям маркетинговым. Что это значит? Я вам сразу скажу, что измерение сахара в крови у вас нормально работать не будет. А если вы не будете ничего устанавливать туда дополнительно, оно в принципе работать не будет. Потому что в версии, которая продается в России, этого дела нет. А я считаю, что у данных часов, учитывая, что Huawei Watch Ultimate я уже обозревал на канале, можете посмотреть обзор, самый нечестный маркетинг, который только есть. Почему? Потому что у них у первых, которые попадались вообще за года 3 от Huawei, чуть-чуть подлагивает оболочкам. И у первых ценник, как в Ultimate, был ровно в 2 раза выше на старте продаж. И за месяц он дропнулся в 2 раза. Напоминаю, что те же Ultimate я покупал за 45, и вы также их можете купить. А кто-то покупал за 100. А эти часы вы спокойно сможете купить в районе 35, а кто-то покупал за 70. Ну, все, как говорится, зависит от того, как подать. И насчет этого ценника у меня тоже большие вопросы. Я думаю, вы увидите обзор и поймете почему. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в черной упаковке из плотного картона, которая выполнена в стиле Huawei. На ней есть название модели и краткие характеристики. Пакинг отличный, все упаковано по фэншую надежно. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и зарядное устройство без пинов, но Cradle несъемный. Весят смарт-часы 78,1 грамма, а габариты составляют 49 на 55 на 16 мм. И ремешок быстросъемный на 22 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там всегда много полезного. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к часам от Huawei. В продаже имеется вариант с кожаным ремешком и с титановым ремешком. Разница в цене просто космос. А также и с синим ремешком и корпусом. Дизайн смарт-часов стильный, выглядят они солидно, но в то же время стандартно. Опять же, те же Ultimate выглядели по мне более брутально и интереснее. Дизайн с уклоном в тематику, связанную с космосом. Корпус смарт-часов выполнен из титана, а тыльная часть имеет керамическое покрытие. Экран не утоплен, он даже слегка выступает из корпуса, и безеля, разумеется, нет. Но он покрыт сапфировым стеклом, ко всему с отличным олеофобным покрытием. Сборка качественная, как и материал, и ремешок выполнен из кожи, как я и говорил. Тактильно он приятный и не топорный. Застежка классическая, выполнена из металла. Крепление стандартное, так что заменить его на любой другой ремешок шириной в 22 мм, разумеется, можно. Смарт-часы слегка легче, чем Huawei Watch Ultimate, на который я, к слову, уже недавно делал обзор. Обязательно посмотрите. Spatch 4 Pro не каждому будет удобно. Во время носки они мне дискомфорта не доставляли, но, опять же, я привык к большим часам. Запястье под ремешком не потеет, ремешок не натирает. Далее, на корпусе расположили область для зарядки, датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик температуры, датчик измерения глубины, оптический датчик сердечного ритма, барометр, компас, датчик освещенности и датчик ЭКГ. Сразу отмечу, что базовые измерения работают корректно, но вот обо всем остальном я расскажу вам в ролике. На борту есть также довольно громкий динамик с качественным звучанием и микрофоном. Как большинство уже знают, данная модель, разумеется, поддерживает eSIM. К примеру, можно завести eSIM МТС или Тинькова. Если вы выберете какого-то другого оператора, нужно 300 тысяч раз перепроверить, а потом подключать. А то будете, как я, в версии 3 Pro покупать 6 симок, и в итоге окажется, что ни с чем эти часы не работают. Подрубить наушники к смарт-часам, разумеется, можно. Зайти в приложение Player на смарт-часах и слушать музыку, не используя смартфон, также можно. Даже загружать на смарт-часы музыку можно. Функция Bluetooth звонков также на борту. При входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы, включать беззвучный режим или отвечать на них. Уведомления приходят моментально, отвечать на них можно не только смайликами или заготовками, но и печатая текст, используя клавиатуру. Опять же, здесь внимательно. Люди, которые используют данные часы с яблоками, пишут, что невозможно использовать клавиатуру. И, возможно, с другими устройствами не Huawei у вас будут подобные проблемы. Но Huawei вам об этом, разумеется, не расскажет. Также есть голосовой ввод, но без поддержки русского языка на данный момент. Магия, да? Все вроде бы отлично, но фото в СМС по-прежнему не отображаются. И, как говорят, допилят. Ну, 3 Pro до сих пор допиливают. Вибромотор хороший, настраиваемый для управления смарт-часами. Кроме, разумеется, сенсорного отклика, на корпусе
корпусе есть две механические кнопки. Верхняя кнопка колесика предназначена для включения и выключения устройства, для перехода в меню и возврата, а также двойным нажатием можно перейти к недавно открытым приложениям, что говорит о многозадачности устройства. Прокручивая ее, можно перемещаться по интерфейсу, прокрутка сопровождается тактильно приятной вибрацией. Ниже расположили кнопку, которая в стоке отвечает за переход к 3 избранным приложениям, которые можно настроить под себя. Летим дальше. С фронтальной части у нас у Huawei Watch 4 Pro находится AMOLED-экран LTPO на 1,5 дюйма. Максимальная частота обновления экрана 60 Гц, разрешение экрана 460 на 466 пикселей. Плотность пикселей 310 ppi, рамки минимальные, экран слегка закруглен. Скроллинг плавный, интерфейс работает довольно шустро, но изредка подлагивает. Автояркость на борту работает корректно. Спящий режим максимум 5 минут и авторежим в наличии. Функция, при которой экран не гаснет, можно настроить до 20 минут, это прилично. Также есть Always On Display. Стиль AODA зависит от циферблата. Все как у всех. В стоке на самих часах есть кастомные циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям, анимированные циферблаты, интерактивные циферблаты с планетами, ко всему есть магазин с циферблатами, и любое фото поставить на заставку можно. При поднятии запястья экран загорается моментально, также можно выставить, что именно будет загораться, Always On Display или главный экран с циферблатами. Настройка функций стала больше. Есть настройка рабочего экрана, карточек, сортировка меню, специальные возможности, режим не беспокоить, спящий режим, фонарик, который может мерцать разными цветами и с разной скоростью, блокировка смарт-часов, функция продувки динамика и не только. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и одиночное нажатие на экран для пробуждения. Для блокировки смарт-часов также можно завести шестизначный пароль и включить функцию для блокировки устройства, если оно не надето на запястье. По свайпам с главного экрана все стандартно. Сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть заряд смарт-часов в процентах, различные режимы, поиск смартфона, будильник и не только. Снизу вверх уведомления, слева направо Assistant Today, а справа налево виджеты. Меню обширное, в нем много полезных приложений, но также в приложении на смартфоне есть App Gallery, как и на самих часах. И список приложений в нем значительно увеличился. По-прежнему есть калькулятор, мини-игры, радио, навигаторы, приложения для управления устройствами умного дома и даже приложения для удаленной фотосъемки. Много умельцев устанавливают разные программы на данные часы, но я не скажу, что там миллионы человек, которые их купили, поэтому посмотрите опять же ветки на форумах, даже Яндекс.Карты можно установить. Летим дальше. Операционная система здесь Harmony OS версии 3.1, версия Bluetooth 5.2. Странно, что не 5.3 за такие-то деньги. В настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники, а вот нагрудный датчик Polaris 10 смарт-часы у меня не видят. Может быть, другие нагрудники с другими протоколами они понимают. Да и в целом в 4 Pro нет списка устройств, которые можно подключить к ним, как это было в прошлых моделях. Смарт-часы поддерживают Wi-Fi частотой на 2,4 ГГц, как и у всех, NFC-модуль на борту, есть поддержка карты с поддержкой нескольких российских банков, но также можно завести MirPay. Инструкция, как это делать, в интернете полно. Но сразу отмечу, что это дело работает неисправно, так как большинство терминалов на сегодняшний день на оплату через эти смарт-часы не откликаются. Тренировок на борту просто море, разумеется, есть автоматическое определение тренировки, да и в целом настроек для тренировок более чем достаточно. GPS-навигация также имеется, часы местоположения определяют около 5-7 секунд, маршрут строится неплохо, также есть обратный маршрут и возврат по прямой. Во время тренировки можно использовать музыкальный плеер, ко всему тренировки могут работать в фоновом режиме. Далее, мониторинг всех показателей здоровья, как я уже говорил, корректный, что неудивительно, измеряют смарт-часы показатели здоровья как вручную, так и в автоматическом режиме. Можно измерять температуру кожи, не путаем с температурой тела, измерять пульс, СПО2, уровень стресса, мониторить сон и даже есть функция быстрого измерения. Также есть клевер здоровья для развития здоровых привычек, напоминания, дыхательные тренировки, измерение атмосферного давления, измерение высоты, анализ пульсовой волны и аритмии, измерение ЭКГ, диагностика артериальной жесткости и даже измерение уровня сахара в крови. Но только в китайской версии смарт-часов, и по отзывам оно опять же идет с магической надписью «Это не является медицинским устройством», и на эти показатели вы рассчитывать не можете. Вот такое вот разводилово прямым текстом. В любом случае, если говорить о версии RST, то в стоке данной функции нет. Данную программу можно установить на часы через кастом, люди стараются, у кого-то получается. В целом, я бы этой штуке однозначно не доверял, потому что не завести основную фишку, которую они обещали в глобальную версию смарт-часов, это как минимум странно. Я даже глюкометр купил. Конечно, как и в прошлых смарт-часах от Huawei, я не советую опираться на данные, полученные впоследствии использования подобных медицинских функций. Это же касается Huawei Watch D с манжетой. Там до сих пор погрешность в измерениях ЭКГ. Хотя с давлением более-менее они правильно показывают. Емкость аккумулятора 480 мАч. Смарт-часы поддерживают быструю зарядку и заряжаются они в среднем за 1 час. Также 4 Pro можно заряжать от любой беспроводной
беспроводной зарядки стандарта Qi и даже от смартфона использую реверсивную зарядку. По моим тестам 100% заряда хватает на 4,5 дня без eSIM и без Always On Display, но со всем мониторингом здоровья. Отмечу, что с eSIM данная модель служит не более 2 суток. Несмотря на это, время автономной работы просто отличное для данного типа устройства. Далее, водонепроницаемость у часов 5 атмосфер и IPX6X. Вместе с ними можно плавать, принимать душ, нырять до глубины 30 метров и не только. Для примера, я окунул их, разумеется, в воду, по итогу с ними все в порядке. Можно, повторяюсь, с ними плавать, но нежелательно в соленой воде. Далее модель может работать как с iOS, так и с Android устройствами. Приложение Huawei Здоровье можно скачать, сканировав QR-код на коробке, так как по этой ссылке будет актуальная версия приложения. В приложении есть 5 вкладок. Основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, настройка мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загружать музыку, App Gallery, настройка уведомлений, поиск устройства, будильник, погода, управление eSIM, редактирование быстрых ответов и кошелек. Также есть возможность включить рабочую функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Минусы в данной версии смарт-часов с данной прошивкой, как по мне, минус — это подвисание ПО, я такого у Huawei давно не встречал, и, разумеется, лютый развод с рекламой. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, по мне она уже более чем адекватна, хотя смотря как смотреть, в конце вам расскажу по поводу моего мнения. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Этим вы поможете проекту, так же как поможете, если напишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Напоминаю, что подобные штуки я покупаю, потом продаю, ну и user experience вы от меня слышите. И в резюмирую я бы хотел вам рассказать довольно много. Почему? Потому что, смотрите, я очень часто напоминаю, что когда ты покупаешь, допустим, технику Apple, либо технику Samsung, особенно аксессуары, ты особо сильно не проигрываешь. Почему ты не проигрываешь? Потому что данные типы устройств не будут стоить дешевле на процентов там 30-40. Когда вы покупаете Huawei, я напоминаю, что ультимейты стоили в начале 100. То есть все делали обзоры, покупаете за 100, и в итоге сейчас продают за 45. 45, по мне, ценник тоже абсолютно оторванный от реальности. Но кто-то купит, для кого-то это вообще, в принципе, и не деньги. Если говорить о 5.4 Pro от Huawei, то каждый раз, когда вы смотрите ролик и слышите от меня или еще кого-то, но они это допилят, вы никому не верьте, открывайте форумы и смотрите, что сделали с прошлой моделью. Так я вам спойлерну, 3 Pro они так и не допилили. С чего вы думаете, что 4 Pro они где-то там допилят? Они что-то делают, где-то ломают. Что мы имеем в сухом остатке? Я не разорялся с самого начала, но сейчас я скажу. Допустим, в моей семье есть диабетики. И я думал, что вау, появилось такое устройство. А теперь, даже если через костыли я буду устанавливать эти программы, я вам скажу, я ими пользоваться однозначно не буду. Потому что даже на американском или азиатском YouTube нет четкого понимания, работает эта штука или нет. То есть, если в Huawei Watch D, обзор на который можете также посмотреть, вы могли купить и понимать, что вот эта вот манжета работает, и в принципе тесты показывают, что плюс-минус одинаково, то в этой штуковине это просто наглый, ну по-другому не сказать, обман. То есть у вас не будут работать все симки, все операторы, все еще. У вас оплата будет отваливаться, если вы будете МРП устанавливать. Ну, у кого-то она работает идеально, я не знаю у кого. Наверное, тех, кто в Huawei продает. Прошлая версия стоит в 2 раза дешевле, притом по функционалу она больше на данный момент по спорту. Если говорить о каких-то других особенностях данных часов, то здесь нет ради чего можно бежать их и покупать. Кроме того, что понимать, что ты их покупаешь в 2 раза дешевле, чем те, кто купил их на старте продаж. Если говорить о автономности, она классная, об экране он классный. Нереально клевое ПО, его, я уверен, как раз допилят. Но все остальное, если у вас смарт не Huawei, по мне, за 35 тысяч рублей нечего туда смотреть. Что лучше? Лучше их прошлые версии по 15, которые больше функционал и не хуже. Лучше Samsung, лучше яблоки, но опять же все зависит от ваших устройств. Надеюсь, ролик вам понравился. Я понимаю, что, возможно, в чем-то я не прав, у вас может быть свое мнение, у меня свое мнение, но, еще раз повторяюсь, я все время смотрю на любую железку с точки зрения цена-качество. Я их
купил. Теперь я их буду продавать. Продавать я их буду, наверное, за 1029 в лучшем случае. Если бы я их купил за 70, я бы сейчас их продавал за 29. Гаджетов много, техника развивается, конкуренция космос, и в носимых гаджетах тоже. Будет, кстати, у меня TicWatch 5 Pro на канале, хотя к TicWatch'ам я отношусь, вы сами знаете как. Но так как они не погибли еще, может быть, они что-то добротное и сделали. Лучше вообще из всех носимых устройств, кроме браслетов, Huawei Band 8, если у вас Huawei, или Xiaomi Band 7, для того, чтобы понять, что вам надо, ничего не придумали. Сможете с ними ходить, дальше можно выбирать часы. Отменять девайсу однозначное 100% да, просто вы должны понимать, сколько у него недостатков. Добра и удачи вам, дорогие друзья!